Теплый апрельский вечер в Сеймуре, штат Индиана, начинался как обычно. Хейден Ховард, молодая 24-летняя мама, наблюдала из окна кухни, как ее сын играет во дворе с их любимцем, щенком Джексоном. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в нежные оттенки розового и золотого. Джексон, как всегда, был полон энергии, носился по двору, заставляя мальчика заливаться счастливым смехом. Никто не мог предположить, что этот мирный вечер станет началом настоящего кошмара. Хейден помнила тот момент, когда впервые привела Джексона домой, крошечного щенка с неуклюжими лапами и добрыми глазами. Марк тогда не мог поверить своему счастью, у него наконец-то появился настоящий друг. Они были неразлучны с первого дня, проводя вместе каждую свободную минуту. Джексон, несмотря на свои внушительные размеры, всегда был очень нежен с маленьким Марком, словно понимал, что должен защищать своего юного хозяина. В тот роковой вечер Хейден заметила что-то странное на шерсти Джексона, когда тот вернулся с прогулки во дворе. Сначала она не придала этому особого значения, собаки часто приносят на себе следы своих приключений. «Наверное, опять залез в какие-то кусты», — подумала она, рассеянно почесывая Джексона за ухом. Но что-то заставило ее присмотреться внимательнее. При ближайшем рассмотрении то, что она приняла за обычные колтуны или следы от насекомых, вызвало у нее смутное беспокойство. Хейден включила верхний свет и начала осторожно раздвигать густую шерсть Джексона. То, что она увидела, заставило ее сердце замереть. На коже собаки виднелись странные отметины, похожие на маленькие круглые ранки. Джексон, обычно такой энергичный и игривый, теперь лежал смирно, позволяя хозяйке осматривать себя. В его больших карих глазах читалась какая-то особенная грусть, словно он пытался рассказать ей о случившемся. Хейден провела бессонную ночь, то и дело проверяя состояние собаки, а утром она первым делом позвонила в ветеринарную клинику. Доктор Стив Санберри, местный ветеринар, имел репутацию опытного специалиста, но даже он не был готов к тому, что обнаружил при осмотре Джексона. Каждая найденная рана, каждый извлеченный из нее металлический шарик заставляли его лицо становиться все мрачнее. Хейден стояла рядом, прижимая к себе испуганного Марка, который не понимал, почему его лучший друг сейчас лежит на холодном металлическом столе. История становилась все страшнее с каждой минутой осмотра. 21 снаряд, 7 металлических шариков, цифры звучали как страшный приговор. Более 50 ран на теле собаки рассказывали историю чудовищной жестокости. Одна пуля едва не задела глаз Джексона, другая застряла в ухе, третья — в колене. Каждая извлеченная пуля добавляла новую главу в эту историю безумной жестокости. В те дни, когда Джексон находился в ветеринарной клинике, Марк каждый вечер раскладывал игрушки своего друга в идеальном порядке на полу своей комнаты. Плюшевый кролик, потрепанный мячик, любимая косточка, каждый предмет хранил память о счастливых днях, проведенных вместе. Мальчик засыпал, обнимая старый ошейник Джексона, который мама сняла в первый день в клинике. По ночам Хейден часто слышала, как сын разговаривает во сне, зовет своего четвероногого друга. В такие моменты она сидела у его кровати, гладила по голове и шептала, что скоро все будет хорошо, хотя сама не могла сдержать слез. Каждое утро начиналось с одного и того же вопроса: «Мама, мы сегодня поедем к Джексону». Полиция Сеймура отреагировала незамедлительно. Детектив-сержант Си Джей Фостер лично возглавил расследование. Следы на деревьях во дворе Ховардов рассказали свою историю. Кто-то методично, словно в тире, расстреливал беззащитную собаку. Траектория выстрелов указывала на дом соседа. Медсестры в ветеринарной клинике полюбили этого храброго пса. Они дали ему прозвище «Улыбающийся воин». Даже в самые тяжелые дни Джексон умудрялся вилять хвостом, когда кто-то заходил в его палату. Одна из медсестер, Сара, приносила ему домашнее печенье и читала книги в обеденный перерыв. Тим Вудвард, сосед Ховардов, казался обычным человеком. Никто не мог предположить, что за стенами его дома скрывается такая тьма. Открывшаяся при обыске картина шокировала даже видавших виды полицейских. Кроме оружия, использованного против Джексона, дом был напичкан наркотическими веществами и приспособлениями для их употребления. Картина преступления становилась все яснее и страшнее. Теперь мучителя животных однозначно ждал длительный тюремный срок.
Доктор Санбери позже признался Хейден, что за 20 лет практики он не видел собаки с такой силой духа. Каждая процедура извлечения пуль могла быть мучительной, но Джексон лежал спокойно, словно понимая, что ему пытаются помочь. Только иногда, когда боль становилась невыносимой, он тихонько скулил, и этот звук разрывал сердца всего персонала клиники. В полицейском участке история Джексона тоже не оставила никого равнодушным. Детектив Фостер каждый вечер задерживался допоздна, перепроверяя улики. Его напарник шутил, что он относится к этому делу более серьезно, чем к некоторым убийствам. «Потому что это и есть попытка убийства», — отвечал Фостер, разглядывая фотографии ран Джексона. Соседские дети приносили самодельные открытки с пожеланиями выздоровления. Они развешивали их на заборе дома Ховардов, создавая яркую ленту поддержки. Местная пекарня начала продавать печенье в форме собачьих косточек, перечисляя часть выручки на лечение Джексона. В школе Марк стал героем. Его одноклассники, узнав историю Джексона, организовали сбор средств на новые игрушки для собаки. Учительница использовала эту историю на уроке, рассказывая о важности доброты и заботы о животных. Марк впервые почувствовал, что его маленькая семейная трагедия объединила вокруг себя столько людей. Пока полиция собирала улики, а ветеринары боролись за здоровье Джексона, маленький Марк не отходил от своего четвероногого друга. Он приносил свои любимые игрушки в ветеринарную клинику, рассказывал Джексону сказки и обещал, что скоро они снова будут играть вместе. Эта детская вера в лучшее придавала силы Хейден, которая разрывалась между работой, заботой о сыне и постоянными визитами в клинику. Однажды утром, когда Хейден привезла сына навестить Джексона, произошло маленькое чудо. Вместо того, чтобы лежать в своем уголке, пес медленно поднялся и, прихрамывая, подошел к мальчику. Марк замер, боясь пошевелиться, а Джексон осторожно лизнул его ладонь, как делал всегда, приветствуя своего маленького хозяина. Медсестры украдкой вытирали слезы, наблюдая эту сцену. Постепенно Джексон начал поправляться. Антибиотики делали свое дело, раны затягивались, а в глазах собаки снова появлялся привычный озорной блеск. Но Хейден знала, что некоторые раны не видны глазам, раны в душе ее маленькой семьи, которая столкнулась с такой бессмысленной жестокостью. Первая прогулка Джексона после выписки стала событием для всей улицы. Соседи выходили из домов, чтобы поприветствовать возвращение героя. Пожилая миссис Томпсон, которая раньше побаивалась крупных собак, вынесла домашний пирог и настояла, чтобы Хейден с Марком зашли к ней на чай. История Джексона облетела весь Сеймур, потом весь штат Индиана. Люди присылали письма поддержки, игрушки для Марка и собачьи лакомства для Джексона. $500 вознаграждения за информацию казались маленькой суммой по сравнению с той болью, которую пришлось пережить этой семье. Каждый шрам на теле Джексона стал напоминанием не только о пережитой боли, но и о невероятной силе любви. Когда Марк делал уроки, пес неизменно лежал рядом, положив голову на его ноги. Во время грозы он по-прежнему защищал мальчика, хотя сам вздрагивал от каждого громкого звука. Постепенно жизнь возвращалась в нормальное русло, но что-то неуловимо изменилось. Хейден стала замечать, как Джексон перед сном обходит все комнаты, словно проверяя, все ли в порядке. Он научился различать звук приближающейся машины Хейден и всегда встречал ее у двери, как будто говоря: «Я здесь, я защищаю наш дом». В солнечные дни Джексон подолгу лежал на крыльце, наблюдая за птицами и белками в саду. Иногда к нему присоединялся Марк, и они могли часами сидеть в уютном молчании, наслаждаясь покоем и безопасностью родного дома. В такие моменты Хейден украдкой фотографировала их, понимая, что эти мгновения – самое драгоценное, что у нее есть. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.